Наверное, вы когда-нибудь задавались вопросом, что означает каждый параметр во всем этом хаосе из букв и цифр. Многие используют эту менюшку лишь чтобы узнать координаты, но на самом деле тут хранится очень много полезной информации. Debug Info или же режим отладки вызывается клавишей F3, где условно можно выделить 5 блоков, 3 слева и 2 справа. В левом верхнем углу находится ваша версия Minecraft, FPS и название сервера. Обычно это какая-то версия ядра. В случае с одиночным миром Integrated Server. Также можно кастомизировать с помощью специального плагина, если вы создатель сервера. Также не особо важная информация – настройки графика. Максимальная частота кадров, вертикальная синхронизация, смешивание биомов. Затраченное время на один тик и число отправленных и полученных пакетов данных. Ниже отображаются чанки, общее их количество в вашей дистанции прорисовки, которое тут тоже есть, и их количество в области взгляда FOV. То есть, меняя этот параметр, будет меняться ваш угол зрения, и соответственно захватываться больше или меньше территории. Снова не особо важное – чанки, ожидающие упаковки, загрузки на видеокарту и доступные буферы для процесса упаковки. Кэш чанков клиента и сервера отображает максимальное число доступных для загрузки чанков. Если честно, сам не особо понял, но это все, что есть. А вот следующий параметр довольно полезный, поскольку он отображает общее количество entity и entity в области вашего взгляда, то есть тоже зависит от FOV. С помощью него вы сможете считать количество сущностей, например, вот так. Из общего числа мы видим, что в этом загоне у нас 27 курочек. Главное, случайно не захватить лишнего. Также, допустим, вы сможете посчитать количество мобов на какой-нибудь ферме. А в спидранах в сочетании с другим параметром можно и вовсе искать бастионы. Но это тема для другого ролика. P ни для чего не используется и всегда показывает 0. Да, тут на вики именно так и написано. SD – дистанция стимуляции. Параметр из настроек, который выключает интеллект мобов, начиная с выбранного значения. Дальше идет общее количество частиц. И еще один параметр, который показывает общее количество сущностей. То есть просто дублирует I. Различий я не нашел. В конце блока отображается мир, в котором вы находитесь, и количество force-load чанков. Чанки, которые всегда прогружены. Это делается с помощью специальной команды. В правом верхнем углу ваша версия Java, количество выделенной памяти и сколько используется в данный момент. А еще также количество памяти, выделенной игрой от максимального, которое используется. Там какие-то свои приколы, и выделять много памяти тоже не слишком хорошо в плане быстродействия, поскольку также нужно время на ее очистку, наверное. Не сильно разбирался. Ниже располагаются данные о вашем процессоре, видеокарте и разрешении. В левом центральном блоке находится больше всего различной и полезной информации, в том числе и координаты. Это строчка XYZ. Чуть ниже расположен параметр блок, который тоже показывает координаты, но с округлением до целого числа, то есть с точностью до блока. Для тех, кто не знает, где-то в мире есть точка, откуда идет отсчет координат. И эта точка находится на пересечении 4 блоков. Центр нулевого блока находится на половинчатых координатах, поэтому округление до блока идет в меньшую сторону. От этой же точки идет распространение координат в 3 положительные и 3 отрицательные стороны. Благодаря этому у каждого блока есть информация о местоположении. Пример. Ваш друг сказал вам свои координаты, и вам нужно добраться до него. У вас может возникнуть вопрос, а где третья координата? Тут же всего 2 числа. Обычно координата оси Y не называется, так как отвечает за вертикальное положение, то есть высоту. Что не имеет значения, если ваш друг не находится в пещере или где-то в облаках. А оставшиеся 2 числа это X и Z соответственно. Смотрим на свои координаты и начинаем сравнивать. Чтобы добраться, нам нужно, чтобы первая координата выросла. Следовательно, нам нужно идти в положительную сторону по координате X. А вторая уменьшилась. Значит, в отрицательную сторону по Z. Далее предлагаю вам пройти несколько блоков по прямой и посмотреть, какая координата меняется больше всего и в какую сторону. В нашем случае изменяется Z, и она увеличивается. Значит, нам надо в обратную сторону. Дальше поворачиваем на 90 градусов и снова проходим несколько блоков. И определяем уже координату X. Увеличивается или уменьшается. У нас она увеличилась, значит это нужная сторона. После вы можете отправляться. Советую сначала идти примерно по диагонали, так как так быстрее. До тех пор, пока одна из 2 координат не станет примерно одинаковой с нужной, а после идти в оставшемся направлении. Надеюсь, понятно объяснил, поскольку это все обычно делается на интуиции. Следующая строчка отвечает за координаты чанка, в котором вы находитесь. Чанк — это такая территория размерами 16 на 384 на 16, которая в свою очередь еще делится на сектора по 16 блоков. Сабчанки, которые соответственно имеют размер 16 на 16 на 16. Координаты работают так же, как и с обычными блоками. Только за единичку берется не блок размерами 1 на 1 на 1, а куб 16 на 16 на 16. С помощью чанков очень удобно хранить информацию, поэтому они и были созданы, наверное.
Собственно, в квадратных скобках вы и можете увидеть его название. И с помощью, например, какого-нибудь NBT Explorer заглянуть в него. А в квадратных скобках рядом с параметром блок отображаются ваши координаты внутри сабчанка, в котором вы находитесь. Фейсинг отображает сторону света, в которую направлен ваш взгляд. Север, запад, юг и восток. А рядом написано направление оси, за которое оно отвечает. Отрицательное z и x и положительное z и x. Также за это отвечает измененный курсор в центре, где красная, зеленая и синяя линия, то есть RGB, это x, y, z соответственно. Поэтому вы можете воспользоваться и этим, когда ориентируетесь по координатам, вместо того способа, что был в примере. Еще правее находятся углы вашего обзора, относительно горизонтали и вертикали. Может пригодиться, когда вы стреляете или кидаете Ender Pearl. Самый эффективный угол по моим тестам находится в районе 40 градусов. Не могу нормально показать, так как в Майнкрафте есть разброс. С таким углом вы сможете за 3 секунды на Ender Pearl преодолеть 50 блоков. Клиент Light показывает освещение на блоке. В скобках уточняется, какое это освещение от неба или же от другого источника света. Тоже один из важных параметров, так как большая часть враждебных мобов не спавнится при освещении выше нуля. Небесное освещение не спасет вас ночью от нападок, по очевидным причинам, а обычное освещение иногда может мешать при создании каких-нибудь фер-мобов. Также есть сервер Light, но почему-то у меня его нет. Возможно, в последней версии убрали. Но anyway, там все то же самое. Важно подметить, что игрок имеет высоту в 2 блока, и параметры координаты света считаются от нижней части. То есть координата Y – это уровень ваших ног. CH и SH показывают самый высокий блок над вами, на клиентской и серверной стороне, а конкретно S. M – это самый высокий блок, не блокирующий движение, плюс жидкости. То есть все, кроме всяких факелов и растений. O и ML – это то же самое, что и M, но в первом случае без жидкостей, а во втором случае без листвы. Не сильно много применений, но теперь вы будете знать, как далеко вам надо выкапываться вверх из пещеры, и есть ли что-то где-то в небе над вами. Биом, очевидно, отображает биом, в котором вы находитесь, включая новые пещеры, добавленные в последнем апдейте. Local Difficulty – это еще один параметр сложности, помимо стандартного, который закреплен за чанком и повышается с каждым тиком, проведенным в нем. Подробно рассказывать не буду, так как ролик и так насыщенный на информацию, но с его увеличением повышается крутость некоторых мобов и увеличивается частота каких-то рандомных элементов. Правее находится счетчик игровых дней. Также в последнем апдейте были добавлены и два следующих параметра – Noise Router и Biome Builder. Первый показывает значение шума, используемые при создании ландшафтов и биомов. Второй переводит все эти цифры в более понятные значения. Тут есть температура, влажность, континентальность, эрозия, странность и пики и долины. За что отвечает D, AS и N, на момент снятия ролика неизвестно. Но я думаю, что информация с этих двух строчек тут супер вряд ли кому вообще пригодится. А еще соболезную абсолютно всем, так как эта полоска занимает слишком много места и напрягает, особенно если вы играете с большими размерами интерфейса. Предпоследняя строчка расписывает о количествах мобов разных категорий. Тут есть SC, количество чанков вокруг игрока, в которых могут спавниться мобы. Обычно 289, то есть 17 на 17 чанков. Вообще мобы могут спавниться в районе 15 на 15 чанков, но иногда они могут появляться кучками, поэтому создано такое расширение на один чанк в каждую сторону. M – это количество монстров, а C – количество мирных существ. A – количество эмбиентных мобов, мобов окружения, это летучие мыши. Вторая A – количество аксолотлей. U – количество подземных водных мобов, светящиеся спруты. W – количество водных существ, обычные спруты и дельфины. Вторая W – количество эмбиентных водных мобов, это все 4 вида рыб. И вторая M – это количество разных entity. Я думал, тут будут учитываться всякие вагонетские лодки, но нет. Видимо, это значение тоже всегда равняется нулю. Для каждой из категорий есть свой мобкап, то есть ограничение на спаун. Вот вам формула для вычисления, если интересно. И Sounds отображает количество воспроизводимых звуков от максимального количества, где первая пара это всякие обычные звуки по типу ломания блоков, а вторая всякая музыка, в том числе из дисков, и также цикличные звуки окружения. Значение Mood показывает, насколько близко игрок находится к следующему звуку настроения. Это всякие привычные пещерные звуки, а также незерские. Повышается, если вы находитесь в каком-нибудь темном месте или пещере, и уменьшается в обратном случае. В правом нижнем блоке отображаются три параметра – Targeted Block, Fluid и Entity, которые показывают информацию о блоке, жидкости и Entity, на которые вы навелись. Тоже очень полезная штука, поскольку здесь отображаются названия и координаты конкретного блока или жидкости. И работает это на расстоянии до 20 блоков включительно. Но не это главное.
Наводя на какой-то блок, тут вы сможете увидеть его возможное состояние, что моментами упрощает геймплей. Так, например, там отображается уровень сигнала редстоуна, дальность блока бревна от листвы, заполнен ли блок водой, или в какую сторону повернута, допустим, воронка, даже если вы не можете визуально это отследить. И последний блок всего лишь отображает несколько подсказок, которые ведут нас к еще некоторым возможностям. Нажав Shift плюс F3 можно открыть профайлер, круговая диаграмма. Тут отображается какая-то информация, которую практически не видно. Через цифры 1 и 9, указанные рядом с пунктами, можно перейти на следующую страничку, а нажав на 0 вернуться на страничку обратно. До спидранов, наверное, никто никак не юзал эту диаграмму, но после нашли применение. Так, например, можно находить спавнеры, деревни и другие полезные структуры с помощью информации отсюда и манипуляции с дистанцией прорисовки. Я считаю это все довольно нечестным, поскольку это может ухудшить немного экспириенс игры. Надеюсь, это уберут. Так или иначе, расскажу об этом в другом ролике, но кому интересно, можете, конечно, загуглить, но не рекомендую пользоваться этим в обычном выживании. Alt плюс F3 показывает графики FPS и TPS. С FPS, думаю, все понятно. TPS же это количество тиков в секунду. В норме для Майнкрафта это 20 тиков в секунду. Считайте, что тики это единица времени в Майнкрафт. И если это число уменьшается, то обработка действий становится медленнее, и игра начинает лагать. И последняя подсказка советует нам нажать F3 плюс Q. Открыв чат, мы увидим еще целый ряд очень полезных биндов. Поэтому давайте по порядку. F3 плюс A позволяет перезагрузить чанки. Иногда бывает, что какие-то чанки могут не прогрузиться, и это сочетание, возможно, поможет исправить это. F3 плюс B отображает хитбоксы всех entity. Хитбокс это такая коробочка, с которой вы можете взаимодействовать с той или иной сущностью, где также отображается уровень взгляда и сам взгляд. Благодаря хитбоксам все сущности становятся визуально более видимыми. У дракона же так вообще становятся видны все его секции, чем обычно пользуются спидранеры, так как по голове проходит больше всего урона. F3 плюс C дает возможность скопировать ваше текущее местоположение в виде команды с точностью до мира, координаты положения взгляда. Если зажать, то вызовет краш игры. F3 плюс D очищает чат. F3 плюс F увеличивает вашу дистанцию прорисовки на 1 единицу. Если также нажать Shift, то наоборот, будет уменьшать. F3 плюс G, собственно, позволяет увидеть границы чанков и сабчанков, что уже было использовано во время моих прошлых демонстраций. F3 плюс H позволяет увидеть больше подсказок на предметах, названия, всякие различные теги и показатель прочности у инструментов. F3 плюс I копирует блок или entity в команду, на который вы навелись, с точностью до атрибутов и состояний. Некоторые команды бывают супер длинными, поэтому их можно вставить только в командный блок. F3 плюс L запускает процесс отладки, который собирает различную информацию и записывает в файл. Может быть полезно для диагностики и выявления ошибок. Повторное нажатие выключает запись. F3 плюс N позволяет быстро перейти в режим спектатора. Сейчас практически не используется, так как появилось более удобное сочетание. F3 плюс P просто отключает паузу при сворачивании. F3 плюс T перезагружает ресурс-паки. Удобно, если вы создаете их в реальном времени. Однако обычно это сочетание используется вместе с предыдущим. Поскольку если зажать ПКМ, прожать это сочетание и в момент загрузки отпустить кнопку, кнопка все еще будет считаться нажатой. Далее можно просто свернуться и заниматься своими делами, пока ваш игрок, например, рыбачит. F3 плюс Escape дает возможность запаузить игру. Иногда бывает удобно, так как не появляется никаких менюшек, перекрывающих экран. И если зажать F3 после нажатия F4, то появится меню переключения режимов. Соответственно, позволяет очень быстро и удобно переключаться между ними. Если нажать единожды, то возвращает режим, который у вас стоял до переключения. Последний момент, который остался. В настройках вы можете уменьшить ваш режим отладки, и тогда он превратится в это. Практически вся информация, связанная с координатами, скрывается, и некоторые другие плюшки тоже. Также перестают работать некоторые сочетания клавиш F3 плюс B, F3 плюс G, F3 плюс C и F3 плюс I. То есть отображение хитбоксов и чанков и копирование в буфер информации о координатах и блоках с entity. Из параметров самой менюшки F3 же удаляется левый центральный и правый нижний блок, и немножко левый верхний. И добавляется новый параметр Chunk Relative, который показывает координаты внутри сабчанка. То есть то же самое, что и было в квадратных скобках параметра блок. Эта тема сейчас частенько встречается, поскольку вы также можете отключить координаты не только для себя, но и для всего сервера, с помощью вот такой вот команды. Что добавляет немного интереса, поскольку карты и компасы начинают юзаться гораздо чаще. Про то, как находить координаты без собственных координат, тоже будет в другом ролике. На этом все с F3, но для полноты картины стоит рассказать и о других сочетаниях клавиш и функциях. Возможно, тут будет и то, чего вы тоже не знали. К
слову, некоторые из клавиш вы можете изменить в настройках управления, а некоторые даже изначально не имеют никакого бинда, поэтому, возможно, вам нужно будет их назначить. Предлагаю пройтись по некоторым. F1 позволяет скрыть ваш интерфейс, что бывает полезно при создании скриншотов. Почему-то этой клавиши нет в настройках управления, как и клавиши F3, но с последней, я думаю, понятно почему. А собственно, с помощью клавиши F2 вы и можете делать скриншот. После чего у вас в чате создается кликабельная ссылка, которая открывает этот самый скриншот. Сами же скриншоты находятся в папке Screenshots, по местоположению которой у вас указано в установках. По умолчанию это .minecraft. F5 позволяет сменить вашу перспективу на вид от третьего лица. Функция очень полезна, поскольку с помощью нее можно осматриваться, так как ваш обзор увеличивается. Довольно часто эта клавиша используется более опытными игроками, поэтому у меня она переназначена на английскую R. Но и также тоже полезна при создании скриншотов. Из интересных фишек, смена перспективы позволяет вам смотреть через стекло. Первая неназначенная клавиша позволяет включить кинематографическую камеру. Вторая неназначенная клавиша позволяет подсветить игроков в режиме спектатора. Это свечение меняет цвет в зависимости от команды игроков. Клавиша F11 разворачивает вашу игру на полный экран. Еще из примечательного тут есть клавиша экрана социальных взаимодействий, которая открывает вот такую менюшку. Здесь вы можете замутить любого недоброжелательного игрока, и тогда его сообщения больше не будут высвечиваться в чате, если, конечно, не стоят какие-то сторонние плагины. И также прямо тут в настройках управления есть клавиша выбора блока, про которую, возможно, некоторые не знают. По умолчанию это средняя кнопка мыши, то есть надо нажать на колесико. Эта кнопка позволяет вам взять копию блока в слот хотбара, на который вы навелись, при условии, что он есть у вас в инвентаре. Невероятно полезная штука, так как очень сильно упрощает строительство. Так еще, если в данном слоту находится зачарованный инструмент, то оно его не трогает и заменяет другой слот, если ваш хотбар полностью не забит ими. Также, если в креативе скопировать блок, имеющий интерфейс с зажатым контролом, то он скопируется вместе с embedded тегом, что значит, что все его содержимое тоже скопировалось. И если поставить этот блок, то вы, соответственно, увидите все то же самое внутри. С командными блоками тоже, кстати, работает. И последняя пара клавиш, которую тоже тут можно назначить. Это сохранение и загрузка панели инструментов. С помощью этих клавиш и клавиш слотов хотбара вы можете сохранять и загружать ваши панели инструментов, которые также отображаются здесь, в меню креатива. Прикольная штука, так как эти хотбары переносятся между мирами. Можно сохранять какие-нибудь блоки с различными тегами и состояниями, и легко их выставить, но уже в другом мире. Собственно, теперь то, чего у нас нет в настройках управления. Нажав Ctrl+B, включится диктор, который будет комментировать абсолютно каждое действие по умолчанию. Но можно выбрать другие режимы, повторно нажав на сочетание. Сам диктор, скорее всего, был создан для людей с ограниченными возможностями, как и другая функция. Вы также можете включить отображение субтитров в настройках звука. Своего рода легальный X-Ray, так как звук слышен даже через блоки. Осталось лишь пройти и прокопаться в его направление. Ctrl+Q позволяет выбросить за раз всю стопку предметов, в отличие от просто Q. Причем это работает и в инвентаре. И также вы можете выносить предмет за пределы инвентаря, и с помощью LKM и PKM тоже по-разному выбрасывать. Открыв чат и начав писать какую-то команду, у вас может высветиться доступный список аргументов, в котором вы можете кликать и листать вашей мышкой. Но также это можно делать с помощью стрелочек на клавиатуре и кнопки Tab. Также, если вы просто будете нажимать стрелочки без этой менюшки, то у вас будут листаться ваши предыдущие сообщения и команды, даже если у вас был очищен чат. Тоже очень полезно. Наверное, большинство знает про клавишу Shift. С помощью нее вы можете очень быстро перекладывать вещи между интерфейсами. В креативе, кстати, вот в таком положении они просто удаляются. Еще вы можете взаимодействовать с этим крестом, тем самым очистив весь инвентарь. И также с книгой рецептов. К слову о последней. Если вам надо выбрать один из нескольких рецептов, то можете просто нажать ПКМ по ячейке. С помощью клавиш слотов, которые у вас указаны в настройках управления, вы тоже можете взаимодействовать с инвентарем. Тогда предмет выбранного в слоту поменяется с предметом на том слоте, на котором вы нажали. Если же предмета нет, то другой предмет очевидно просто переместится. Взяв какую-то стопку в руки и зажав LKM, вы сможете равномерно распределить его количество по выбранным слотам. А если зажать ПКМ, то он будет уже раскладываться по одной штучке. В креативе к этим клавишам также присоединяется и SKM. С помощью колесика вы можете заполнять ячейки выбранным предметом полностью. К слову, это не работает, если вы переназначили клавишу в настройках управления, так как по ходу зажим на мышке и на клавиатуре по-разному функционирует. Это можно отследить по удочке, если переназначить клавишу ПКМ. Фух, если вы там еще не уснули, то готов вам представить парочку самых секретных сочетаний. Но профессионалы, скорее всего, их уже знают. Взяв какой-нибудь предмет в руки, зажав Shift и нажав 2 раза LKM на каком-нибудь предмете, игра переместит все его копии в другой интерфейс, например, сундук, что очень ускоряет менеджмент.
И если выбрать какую-нибудь сделку при торговле жителем и после нажать пробел, то игра повторит эту сделку, что позволяет очень быстро торговать жителям. Не отрицаю, что возможно в будущем еще что-то добавят или изменят, а возможно я и вовсе что-то забыл. Так что чекайте описание, буду дополнять там. И теперь, зная, как работает F3 и различные сочетания, предлагаю вам посмотреть мой гайд по добыче алмазов.